заправила зеленую ниточку основного цвета. И сейчас вот где мы намечали предварительно глаза, делали утяжку, сейчас буду выделять бровки. Итак, прячу узелочек. Вот так вот. И теперь буду делать утяжечку. Таким образом, чтобы выделить бровки. Вот так, надеюсь, на камеру видно. И вот так по одному маленькому стежочку. Вот так вот дальше. Продолжаем. Вот и вот сюда вперед. Вот так. То есть придаем форму уже мордочки. На камеру, надеюсь, видно. Получается вот углубление для гладика. Вот так. Все это творческий процесс. Тоже здесь можете делать, как вам больше нравится, ваше видение. Так, и то же самое сделаем с другой стороны, чтобы было симметрично. Вот, смотрим по рядочкам. Так, вот сюда. Вот такой получается глаз. И здесь смотрим, чтобы две бровки были симметричные. Делаем. Так. Здесь, наверное, сюда на один рядочек все-таки. Вот, и вот так вот продолжаем второй глазик делать, вторую бровку.
Вот так. И делаем эту бровку тоже до конца сюда симметрично с вот этой. Вот так получается. Надеюсь, на камеру видно. Вот так. Теперь вывела ниточку сюда. И то же самое сейчас сделаем с ноздрями. То есть иголочку вывожу вот сюда. Тоже делаем округлую форму. Вот, только поменьше. Вот так. То есть делаем такие складочки ноздри. Маленькими стежочками. Вот так. И тут так же самое делаем вот с другой стороны. За счет утяжки здесь, в принципе, уже складочки немного выделены были, но их детализируем. Вот так. Последний стежок. И затем ниточку обрезаем и прячем. Вот так. Чтобы было равномерно все. Затем вывожу сюда вниз. И здесь уже делаем закрепочку и прячем внутрь. Вот так получается. Так, теперь ниточкой ирис светло-серая, 933 цвет, отрезаю, складываю в 2 ниточки, небольшой отрезок для вышивки глаз. Заправляем в иголочку, будем вышивать. Так, прячу узелок.
И здесь необходимо узелочек спрятала. Необходимо несколькими стежками, я их буду делать насквозь, вот сюда, вышиваем глаза. Уже не затягиваем, просто вышиваем. Чтобы глазки выделить. Вот, сделаю несколько стежков, покажу, как получается. Итак, вот я сделала по 4 стежочка. Вывела ниточку вот сюда вниз. Теперь делаю узелочек и прячу остаток внутрь. Теперь снова беру этамин ниточку черную, отрезаю кусочек. Нам нужно будет сейчас вышить зрачки, ноздри обозначить. И вот здесь тоже полосочки и пару ромбиков сделать. Поэтому в одну ниточку заправляем и будем делать. Так, прячу узелок. И вывожу иголочку вот сюда, чтобы посерединке сделать такой вертикальный зрачок. Вот по центру глазика вывожу ниточку, иглу вернее. Можно использовать плоскогубцы, если не очень удобно. Так, узелочек спрятали. И вот такой вертикальный зрачок. То же самое сразу вывожу на противоположную сторону. Тоже по центру глаза. Вот так получается здесь. И то же самое здесь. Сейчас иголочку вставляю сюда и буду выводить к ноздре противоположной. Сюда вот по центру вверх. Тоже уже утяжек, ничего такого не делаем. Просто вышиваем. И вот с этой стороны. Так, и ноздрю делаем просто полосочкой. Сюда. И сразу симметрично. Вот так. И с этой стороны.
Сейчас необходимо будет сделать закрепочку. Я выведу вот сюда вниз нить. Так вот получается. Так, вывожу сюда вниз. Здесь делаю закрепочку. Делаю такой узелочек, чтобы потом его можно было спрятать незаметно. Так, закрепила. И теперь будем вышивать полосочки. Сейчас иголочку я буду выводить вот сюда, на серединке. То есть одна полосочка у нас будет где-то здесь по центру бровей. Одна полосочка будет здесь. Ну а на носике посмотрю. Так. Вывожу иголочку одновременно, пряча узелок. Вот так. Сюда. И на 1, 2, на 3 столбика. Следующий вывожу на центре бровей, между бровями. Вот так. Вот так. Теперь здесь от брови вот сюда будет идти полосочка. Выведу иголочку вот сюда. Вот так. И вот сюда. То же самое делаем симметрично здесь. Вот так получается. И сюда. И эти полосочки я сделаю потолще. То есть еще здесь сделаю одну. Вот так. И то же самое здесь. Ввожу сюда. Вот так. А эту сюда. Так, теперь здесь делаем ромбики. Вот так. То есть от каждой полосочки, как мы делали здесь. Вот так вот сделали пожирнее. Подправлю. Вот так. Теперь отсюда вот сюда. И вот сюда.
Все симметрично. В общем, на две стороны все симметрично. Здесь сюда. И выводим вот сюда. Так. Так получается. Это идет к этому и сюда. Так. Это идет сюда симметрично. И сюда. Так. Сейчас немного подтянем. Теперь вот ромбик получается. Сюда. И сюда. Здесь вернем сюда наверх, чтобы потом удобнее было перейти сюда. То есть это тоже можно делать как удобно, просто чтобы получился вот такой узор. Вот так. Это сюда. И сюда. Вот так. И теперь вот тут ромбик один к ноздре. И симметрично сюда же. Сейчас вставлю ниточку в иглу и продолжим. Так, продолжаем. Это сюда. И думаю, что еще полосочка вот тут не помешает. Вот так и вот так. Получается сюда. Вот от каждой полосочки сделаем ромбики. Вот так. И вот так. И вот так вот получается. Это сюда. Здесь можно вывести вот сюда под линию. Вот так. Здесь делаем узелочек, прячем его. И затем вот такой же серой ниточкой дублируем вот эти полосочки.
Вот так получается мордочка. Кстати, следующий год, 2025, это год змеи, поэтому можно на подарок кому-нибудь будет такую змейку связать в качестве сувенира. Вот, в принципе, так уже все готово. Единственное, я здесь еще хочу сделать клыки, связать клыки. И вот здесь такие перепоночки. Вот так, в принципе, уже можно оставить на этом этапе готовую вот такую змейку. Вот. Но я изначально хотела сделать ее с клыками и с перепоночками. Ну, буду продолжать. Итак, клыки вязать я буду ниточкой Yarnart Iris, белый цвет, 910, крючком номер 0,9 миллиметров. Чтобы не затягивать видео, на камеру я вязать уже не буду. Думаю, там все понятно. Схему вы увидите на экране. А я покажу, как будет выглядеть уже в готовом виде. Вот так выглядит клык. Довязала, сделала соединительный столбик. И теперь обрезаю ниточку, оставляя для пришивания. Так, эту ниточку я тоже обрезаю. Это хвостик. И вот такие два клыка вяжем, две штучки, две детали. Затем будем их пришивать. Теперь заправила ниточку в иглу и пришиваю клыки. Вот сюда. Здесь, где клык снизу вверх, подхватываем. Вот так за каждую петелечку. Вот, и таким образом по кругу пришиваем один и затем второй клык. Вот получается вот такие клыки. Сейчас осталось связать перепоночки вот сюда в углы. И в принципе игрушка будет готова. Так, продолжаем. Связала перепоночку. Одну связала, пришила, чтобы показать вам, как будет выглядеть. Вот так без нее. В принципе, кому как больше нравится. Можно без перепоночки, но мне больше нравится так. Схему тоже увидите на экране. В принципе, тут буквально несколько рядочков поворотными рядами нужно будет провязать. Думаю, в принципе, все будет понятно. Сейчас я пришью вторую. Вот, и покажу уже в готовом виде. Да, для вязания перепоночки я использую вот такой вот тоже Yarnart Iris светло-розового цвета, 917 номер, и крючок 0,9 миллиметров. Итак, вот связала вторую перепоночку.
решила прояснить немного. Вот эту ниточку сейчас прячем вот сюда вот в шов, а пришивать мы будем вот этот уголочек, который вот мы его пришиваем вот сюда, то есть вот таким образом. То же самое захватываем за челюсть и снизу вверх захватываю за перепоночку. Все как обычно. Вот пришила вторую перепоночку. Так выглядит змея. И сейчас я еще решила вот здесь вышить вот таким вот серым, светло-серым цветом. Просто немного полосочки вот здесь, чтобы оттенить вот эту нижнюю челюсть. В 2 ниточки заправлю и просто вот так немного пройдусь, как вот здесь животик. Вот так вот. Спрятала узелочек и ровненькими полосочками, так же как и животик, вышивали точно так же. И это. И вот таким образом вышиваем вот сюда. Закрепила ниточку здесь и спрятала внутрь. Итак, нагайна готова. Так выглядит. Вот такая игрушка получилась в готовом виде. Вот, хорошо держит форму за счет каркаса, достаточно гибкая. То есть тут будет зависеть от проволочки. Вот, чем плотнее проволочку возьмете, тем она будет, конечно, лучше фиксироваться, но будет менее гибкая. То есть тут уже что больше вам нравится. Вот. Итак, волшебную палочку вот я тоже связала уже. Связала из пряжи Long Wool. Она по составу такая же, как и Тамин, темно-коричневого цвета. Вот. Сначала хотела сделать волшебную палочку, чтобы каркас был из проволоки. Но она, в принципе, и так достаточно получается плотненькая. С маркеру беру. Вот. Поэтому решила уже проволоку сюда не вставлять. Вот. Сейчас покажу, как она будет в руке смотреться. Вот по пропорции. Вот так получается. Сейчас скажу, какая длина. Вот длина получается 4 сантиметра. Вот. Сейчас вот эту ниточку я спрячу сюда внутрь. Вот. И в принципе уже игрушка полностью готова. Ниточку спрятала. Еще раз покажу, как выглядит. Вот так. Это у нас
Лорд Волдеморт. Это Нагайна. Вот, игрушка готова. В следующем видео я сделаю обзор полностью на эту игрушечку. Надеюсь, видео было вам полезным, понравилось. Если остались какие-то вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях. Я стараюсь отвечать на все вопросы. Если нужно будет разъяснение, обязательно разъясню, объясню. Вот. Хочу выразить огромную благодарность за вашу поддержку, за комментарии, за добрые слова. Мне очень приятно, и ваши отношения, ваша поддержка очень помогает двигаться дальше в этом направлении. Вот, благодарю еще раз всех за просмотр. Всем вдохновения, хорошего настроения и творческих успехов. В следующем видео будет обзор игрушечки. До встречи!